Спустя 161 год после начала Крымской войны Франция пытается вышвырнуть Россию с Южного Кавказа. Несмотря на то, что в последнее время постоянно апеллируют к истории, реальность показывает, что историю в Москве изучают очень плохо. Иначе бы не повторяли тех ошибок, которые стоили России поражений, унижения и геополитических провалов. Нынешнюю войну России в Украине все чаще сравнивают с Крымской войной. Тогда в России власти недооценили противника, и тогда Россия оказалась без союзников, и точно так же она сама спровоцировала войну, выступив агрессором. Напоминаем, что Российская империя в 1853 году незаконно оккупировала входящие в состав Османской империи Дунайские княжества Молдавию и Валахию, а уже в 2022 году Российская Федерация вторглась в Украину. Но самое интересное, и тогда и сейчас, похоже, главным геополитическим оппонентом, который переигрывает Россию, может оказаться Франция. И еще один момент. Почему-то серьезные аналитики недооценивают фактор Ватикана, римского папы, да и в целом религии при изучении истории Крымской войны и нынешней войны в Украине, да по большому счету и конфликтов на Южном Кавказе. Поводом к Крымской войне в XIX столетии стал спор между Российской империей и Францией относительно прав на христианские святыни в Палестине. Претензии Франции на эти святыни вообще-то объяснялись тогда не столько интересами политиков в Париже, сколько интересами римских пап. Тогда римские папы контролировали так называемую Папскую область, Рим и его окрестности. Всего 41 тысячу квадратных километров. Это, между прочим, больше сегодняшней площади Республики Армения в международно признанных границах, причем располагалась Папская область, в отличие от нынешней Армении, на берегу моря. В этом государстве римские папы были абсолютными монархами, но держалась эта теократия полностью на тот момент на французских штыках. Именно тогда между римскими папами и Францией сложился своеобразный симбиоз, который почему-то не до конца осознавали и даже недооценивали выдающиеся государственные деятели. Можно даже вспомнить Иосифа Сталина, который, услышав, что против чего-то возражает Ватикан, иронично переспросил: «Римский папа, а сколько у него дивизий?» Так вот, по факту дивизии римскому папе и тогда, и еще не раз в истории предоставляла Франция. И вообще-то не только она. По итогам Крымской войны Россия лишилась эксклюзивных прав защитника христиан в Османской империи, и, естественно, это право забрала, подтянула на себя Франция и римские папы. Именно тогда римский престол начал очень плотно занимался армянским проектом и по факту полностью подчинил своему влиянию армянские общины, а в России наивно продолжали думать, что армяне русским благодарны. Но быстро реализовать все свои планы в отношении восточных христиан, в том числе и армян, тогда Парижу и Риму не удалось, а их тогда предполагалось использовать для раздела Османской империи. Как мы знаем, в 1870 году вспыхнула франко-прусская война, не только завершившаяся поражением Франции и окончательным объединением Германии, но и выводом французского контингента из Рима. Рим быстро был занят войсками объединенной Италии. Светская власть пап в Риме и Папской области была упразднена, римский папа переехал в свою резиденцию в Ватикане, который обрел статус микроскопического суверенного государства лишь в 1929 году. Роль папского престола в мировой политике уменьшилась. Но, как известно, в мире нет более долговечных и живучих структур, чем религиозные. И вот, в 1979 году начинается новый этап истории. Причем начался этот этап там, где никто не ожидал теократического ренессанса. Дело в том, что в 1979 году в мире неожиданно для многих появилось еще одно теократическое государство – Исламская республика Иран, в нем, как когда-то в Папской области, вся власть, абсолютная и неограниченная, стала принадлежать высшему духовенству. Правда, не католическому, а шиитскому, но она также не наследственная, также отделена от народа, также опирается на традиционный авторитет духовенства у простого народа и также жутко злоупотребляет властью, но не брезгует заключать союзы с иноверцами и безбожниками. В основном черты клерикального господства и там, и здесь удивительно идентичны. Только в Риме времен Папской области власть была у папы и кардиналов, а в Тегеране у аятолл, но они также осуществляли тотальный диктат над всеми сферами жизни общества.
Лидер исламской революции в Иране Айталла Хамейни в 1979 году прилетел в Тегеран, где был восторженно встречен революционной толпой не откуда-нибудь, а из Парижа. При этом антизападная риторика тегеранского режима почти никогда не касалась Франции и Ватикана. Также, по странному стечению обстоятельств, и у иранских айтолл, и у римских пап, и у французских президентов в регионе появились одни и те же любимчики – Армения и армяне. Что сегодня объединяет власти Ирана и Ватикана, это запредельное лицемерие. Точно так же, как римский папа Франциск, прикрываясь псевдохристианской риторикой, почти открыто растаптывает христианские ценности и не замечает фактического преследования консервативных христиан в странах Запада под предлогом их нетолерантности. Точно так же иранские айталлы закрывали глаза на то, что почти 3 десятилетия их союзники, в лице ереванского режима, не только организовали этническую чистку, изгнав всех мусульман из Армении, но и захватили международно признанные земли Азербайджана, в результате чего более 1 миллиона мусульман стали беженцами. Когда же Азербайджан освободил свои территории и начал разблокировку коммуникаций, то больше всего это возмутило Париж и Тегеран. Тегеран активно потрясает оружием и демонстративно выдвигает войска к северной границе, когда армянские националисты и недобитые арцахские сепаратисты в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе начинают вопить о якобы азербайджанской агрессии. При этом воинственные действия Тегерана обычно по странному совпадению идут в унисон с возмущениями Парижа, который дипломатически полностью поддерживает Армению, но пока что не имеет в регионе своих вооруженных сил. Судя по всему, и Парижем, и Тегераном Россия начинает восприниматься как отработанный материал и использованная сила, и Россию, сыгравшую огромную роль в поддержке армянского национализма и не получившую ничего взамен, кроме проблем, просто пытаются вытолкать из региона. Именно так нужно воспринимать недавние скандальные обвинения президента Франции Эммануэль Макрон в адрес России в нагнетании обстановки на армяно-азербайджанской границе с целью дестабилизации ситуации в Кавказском регионе и за его пределами. Французский лягушатник утверждает, что Москва играла в пользу Баку. Своими неоднозначными заявлениями в адрес России хозяин Елисейского дворца отметился на телеканале «Франс-2». Ведущая программы Каролин Ру зачитала отрывок из обращения к президенту Франции известного путешественника и писателя Сильвена Тессона, который недавно вернулся из Армении. В этом обращении Тессон, в частности, указывает: «Армения для нас не просто территория, как другие. Я судьба, я история, я память, я культура, я боль, я земля, я павшие. Это европейский аванпост. Господин президент, армяне обращаются к вам. Возьмет ли Франция на себя риск консолидировать своих союзников ради защиты Армении?» Также ведущая упрекнула Макрона в том, что Франция бросила Армению на произвол судьбы. Макрон в ответ заявил, что между Францией и Арменией есть уникальная связь, и отверг упреки в безразличии к судьбе Армении, упомянув о признании Франции мифического геноцида армян в Османской империи. Французский президент также упомянул 44-дневную войну, заявив: 2 года назад была война в Нагорном Карабахе, которая является международно непризнанной и спорной территорией, но Армения была в Карабахе, потому что Карабах находится в сердце этой страны. Азербайджан начал ужасную войну с многочисленными жертвами и жестокими сценами и оккупировал эту территорию. Здесь президент Эммануэль Макрон употребил уникальный и вообще не вписывающийся ни в какую здравую логику термин «международно непризнанная территория». Хотя вообще-то Франция на официальном уровне всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и международно-правовой практики, понятие «международно непризнанная территория» отсутствует. При этом, взяв на себя самозваную роль посредника, Эммануэль Макрон раскритиковал посредническую роль России как недостаточно проармянскую по его логике. Что происходит на этой границе уже 2 года? Там 5000 российских солдат. Россия воспользовалась этим конфликтом, вмешалась и явно сыграла в игру Азербайджана при соучастии Турции. Она вернулась туда, чтобы ослабить Армению. И то, что происходит здесь, это дестабилизирующий маневр России, которая пытается создать беспорядки на Кавказе, чтобы ослабить и разделить нас всех, пустился Макрон в пространные рассуждения. По словам Макрона, Франция здесь присутствует и является посреднической державой.
И армян мы не бросим. Вообще-то посредник в международном праве – это нейтральный, беспристрастный, не заинтересованный в конфликте субъект, медиатор, который помогает сторонам выработать определенное соглашение по спору. Но Макрон однозначно заявил, что Армения – страна, с которой у нас особая связь, дав понять, на чьей стороне изначально Франция. А на вопрос, не проявляет ли Евросоюз к Азербайджану какую-то особую толерантность из-за недавнего соглашения о поставках газа, президент Франции отметил, что его страна не покупает топливо у Баку. Франция не покупает азербайджанский газ, договора нет. Конечно, несколько европейских стран имеют газовые контракты. Что касается Франции и «Голоса Европы», глядя прямо вам в глаза и перед всеми нашими соотечественниками, я должен сказать, что наши ценности и наши принципы нельзя купить ни за газ, ни за нефть, заявил Макрон. Забыв, правда, упомянуть про сдачу Франции в аренду Азербайджану 2 разведывательных спутников и продажу другого оружия, сыгравшего свою роль в победе в 44-дневной войне. Азербайджан и Россия резко негативно отреагировали на заявление Макрона. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нынешнее французское руководство перечеркнуло историю дружественного и сбалансированного отношения Парижа к Баку. В свою очередь, выступая 14 октября на расширенном заседании Совета глав государств СНГ в Астане, Владимир Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления французского коллеги Эммануэля Макрона о роли России в урегулировании карабахского конфликта и армяно-азербайджанских отношений. Глава российского государства признался, что с удивлением ознакомился с некоторыми высказываниями президента Франции, озвученными по результатам 4-сторонних встреч в Праге. Президент России считает, что в словах президента Франции отсутствует понимание самого хода конфликта, отсутствует информация о позиции сторон. Российский лидер предположил, что Макрон попросту не информирован о позиции сторон карабахского конфликта. Однако реально Макрон прекрасно и знает, и понимает позиции Азербайджана и Армении. Более того, позицию Еревана он во многом и формирует. Сейчас Франция чувствует, как Россия слабеет в регионе Южного Кавказа, и ускоренно пытается занять ее место, опять-таки в качестве спасителя несчастных армян. Как и накануне Крымской войны, более 1,5 столетий назад фактор христиан Востока, якобы угнетенных, становится козырем в руках глобальных сил. И здесь армянскому проекту отводится ключевая роль по дестабилизации ситуации не только в регионе Ближнего и Среднего Востока, но и вообще Евразии, учитывая влияние армянского лобби в России. Ну а Россию сознательно ослабят в братоубийственной войне в Украине и отдадут на уничтожение. Тем более, что возглавляемая представителем армянского лобби в России Лавровым Калантаряном дипломатия выполнила свои задачи блестяще. Россия начисто лишена союзников, как и накануне Крымской войны. Но в связке Париж-Ватикан сегодня роли поменялись. Это накануне Крымской войны римские папы были всем обязаны Франции. Сегодня же Франция больше является инструментом в планах римского престола. Иначе и не могло быть, ведь Париж как светский центр строит свои планы максимум на десятилетия, а Ватикан как религиозная наднациональная организация на века. Ватикан явно ведет дело к установлению глобальной теократии, где римский папа видится своеобразным надконфессиональным римским аятолой, по образцу аятол тегеранского режима. Эксперимент этот надо признать удачным. Так жестоко подавить национальные устремления, входящих в многонациональный Иран народов, тех же тюрок, и заставить многих из них служить проектом, направленным на геноцид и притеснение собственного народа, не смогла бы ни одна светская власть. Отметим, что военная верхушка Исламской Республики Иран во многом стоит из азербайджанцев. Но для установления такой глобальной теократии ее архитекторам необходимо организовать глобальный хаос. Тогда любой примиритель, особенно распропагандированный мировыми СМИ, будет восприниматься страдавшимися странами и народами как спаситель. Именно для этого краятся границы, организуются конфликты, поддерживаются сепаратистские очаги и вечные войны. Некоторые народы уже давно превращены в заложников этих войн и внешних кукловодов, которые их постоянно натравливают на конфронтацию с соседями, давая надежду на победу, реальных шансов для которой нет по определению. Именно в такого заложника превратился армянский народ.
Западным странам не следует вмешиваться в дела Азербайджана. А если Франция так сильно симпатизирует армянам, то пусть отдаст им город Марсель для создания там второго государства. Об этом заявил Ильхам Алиев. Расположенные в тысячах километров отсюда страны сегодня принимают законы. Парламент обсуждает этот вопрос. Какое отношение имеет парламент Франции к нашему вопросу? Сколько лет Франция является сопредседателем Минской группы? Она хоть что-то сделала? Предприняла практический шаг для решения этого вопроса. А теперь, после того, как вопрос решился, посмотрите, что происходит. Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Недавно Сенат Франции принял резолюцию, призывающую правительство признать независимость Нагорного Карабаха. Однако в МИДе Франции заявили, что одностороннее признание Парижем независимости Карабаха не пойдет на пользу ни Армении, ни населению Карабаха, ни самой Франции. Никто не может вмешиваться в наши дела. Еще раз хочу сказать, термин «Нагорно-Карабахский конфликт» остался уже в прошлом. Не советую, чтобы этот термин употреблялся дальше. Только говоря об истории, конечно, можно использовать этот термин. Напомним, 10 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях. Баку возвращает себе несколько ранее оккупированных районов. В Карабах вошли российские миротворцы.